Всех приветствую. Как всегда, записываем обновление обзора прогноза криптовалют. Посмотрим, что-то у нас изменилось или нет на крипторынке. Начинаем с биткоина. Глянем на часовик. Со вчерашнего дня у нас ничего особо не изменилось. Естественно, появилась дивергенция, что говорит о скорой коррекции. Это не меняет того факта, что мы можем пойти как наверх, так и вниз. И я бы на коррекции прикупал. На проливе здесь я уже покупал альту, биткоин не брал. Но тот, кто хочет торговать биткоин, здесь будет отличная точка входа на коррекции для того, чтобы зайти в лонг. Еще раз напомню, что в данной отмеченной зоне у нас будет развилка. Посетив данные ценовые уровни, возможен поход как вниз с дальнейшим движением наверх, так и продолжение движения наверх. Оба сценария здесь отмечены. Стоп за основание, если будете брать. Пока вчерашний прогноз без изменений. После недавнего выноса стопов дали прострел наверх, и это у нас является импульсом, а начальный импульс может быть как волной 1, так и волной А в коррекции АБЦ. Прогноз также без изменений. Посмотрим эфириум. По эфириуму мы пришли в расчетную зону, где у нас ожидается развилка. Давайте посмотрим на часовик. И здесь у нас наблюдается понижение объемов и снижение индикатора. Здесь нужно быть максимально осторожным. Больше, конечно, признаков того, что мы все-таки пойдем дальше наверх и не будем снижаться в коррекцию в волне С, но сбрасывать это со счетов пока не стоит, и также страхуйтесь стопами. С большей вероятностью, конечно, мы должны сходить в волну 4 и продолжить движение наверх. Разметку коррекционную убирать не буду, потому что пока мы не пробили пик на уровне 2.643, коррекция в волне С все еще возможна. Давайте промерим, да, здесь у нас расчетная зона волны 3. Если мы развернемся с данных уровней и выше по эфириуму не пойдем, то коррекция в волне 4 может быть примерно на уровне данного пика волны 1. Вот сюда. Пока сценарий по эфириуму вот такой. Оба сценария лонговые, как и по биткоину, но либо мы уже его развиваем, либо нас ожидает один перелой. Еще раз повторю, больше вероятности, что мы все-таки идем выше. Давайте глянем XRP. Что у нас здесь по Ripple? Так, на 4 часах сперва. Так, здесь мы тоже пришли в расчетную зону, где мы можем развернуться. Отката для закупа не получили. Тот, кто еще не вошел, как бы им еще не давали возможность заходить на откате. И сейчас 4-часовая свеча пока идет вниз. Давайте на часовике еще глянем Ripple. Что у нас здесь? Здесь также наблюдается рост объемов, рост индикатора, что говорит о том, что, скорее всего, это третья волна, а не волна С в данной волне Б. Давайте разметку сейчас поставлю. Здесь не было перелоя, как на биткоине. На данном уровне также развилка. Либо мы пойдем на перелой также с дальнейшим движением наверх, либо мы уже развиваем волну 3, 4 и дальше 5. Где у нас тут завершение? Да, мы также посетили зону третьей волны. Отсюда возможен разворот на 4-ю. Вот данное снижение может быть также и началом волны С и всего лишь 4-й волной. Если это 4-я волна, то сейчас отметим ее уровни. Вот здесь зона 4-й волны, куда она вполне может прийти. Также здесь больше похоже на более лонговый сценарий, поэтому кто еще не в Ripple, будет возможность докупиться с обязательной установкой стопов, потому что вот этот сценарий с обновлением лоя все еще в силе. Ну, если вы будете торговать, а не инвестировать. Давайте посмотрим еще 3 монетки из комментариев я отметил, за которые больше всего поставили лайков и больше всего оставили комментариев. Это данные 3 монетки. AVAX, Audio и Dent. Начнем с AVAX. AVAX, как его только не называют. Что у нас здесь с прошлого раза осталось? Пик волны 1 мы не пробили. Также торгуемся во флете. С прошлого прогноза вот здесь можно было брать и получить прибыль с данного движения. Около 40%. Сейчас же мы снова пошли в коррекцию. И получили снова неплохой заходной. После чего можно брать. Мы не нарушили структуру. Обновили немного лой. Расчетная зона третьей волны у нас переместилась вот сюда. Пятерка также нас еще ожидает. Третья волна вот здесь. Хотя нет, погодите.
Здесь у нас тройка еще не была завершена. Третья волна у нас еще будет только следом. Четвертая еще будет. Пока так график нам показывает. А здесь у нас четвертая волна. Вот, по-моему, вот в этой подволне. Вот здесь у нас есть выброс объемов. 1, 2, 3. Сейчас мы развиваем внутреннюю такую структуру. Здесь у нас была тройка. Вот сюда ожидается пятерка. Здесь неплохой вариант, чтобы зайти. Здесь у нас дивергенция на лонг. Получили срыв стопов, объемы. Вполне можно заходить со стопом за данные лои. И где-нибудь на откате брать с расчетом на следующий хай. По данной разметке ближайшая зона, докуда мы можем дойти, вот она, отмечена, предыдущий пик. Но я всегда при продвижении подпираюсь стопом, чтобы ограничить убыток, либо получить прибыль при резком развороте, как случилось это здесь. По данной монете также сценарий у нас больше на лонг, чем на продолжение коррекции. К тому же здесь структура коррекционная выглядит вполне завершенной. Здесь 3 волны, здесь 3 волны, и здесь также было 3 волны. WXY выглядит как завершенная коррекция. Смотрим аудио. Так, по аудио мы также раньше смотрели. Что у нас здесь? Также был неплохой заходной выброс объемов, но вверх мы не пошли. И вот почему нужно было ставить стопы. Получили здесь стоп и пролились ниже. Давайте посмотрим, что у нас не так теперь со структурой. Так, здесь мы пробили пик волны 1. Из-за большого растяжения и резкого пампа здесь очень сложно определить, где же заканчиваются у нас вот эти вот 1, 2, 1, 2. Однерки у нас достаточно небольшие. Но здесь какие варианты? Либо предыдущую структуру, которую я только что удалил, она будет верна, и мы здесь будем формировать треугольник с ортодоксальной точкой выше пика волны 1. Либо волна 3 все-таки завершилась здесь. Мы сейчас в волне 4, которая не пересекла волну, пик волны 1, и получили здесь разворот. За основной сценарий я возьму данную разметку. Предыдущий пик как ближайшая цель. Рассчитывать пока рано, куда мы дальше полетим. Возможно, и полетим дальше. Плохо здесь, что мы пробили вот эту вот скользящую. Отскакивали от нее. Хороший здесь был заходной, но пробили. Потому что вот здесь мы можем от нее также отскочить вниз. Но хорошо, что здесь получили объемы, дивергенцию на лонг. И также на откате вполне можно пробовать еще раз зайти в лонг. Со стопом за основание. Цели, вот предыдущие пики. На данный момент вот так вот я вижу график по данной монете. И последний у нас дент на сегодня. Здесь у нас все нормально. На откате вошли после заходного и продолжаем идти наверх. Получили 1, 2. Сейчас предположительно это волна 3 в первой волне. Хорошие объемы. Все выглядит достаточно неплохо. Здесь импульс, здесь коррекция, здесь снова импульс. Что означает, что с большей вероятностью мы дальше пойдем наверх. Здесь менять нам нечего. По денту у нас все идет по прогнозу. Все нормально. Кто в монете? Смотрите по своей стратегии, подтягивайте стопы, если вы их ставите, если вы их подтягиваете. Пока все выглядит, что будет небольшая коррекция и продолжим движение выше. Но, как вы знаете, нет ничего стопроцентного, поэтому у нас и существуют стоп-лоссы. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, оставляйте монеты на рассмотрение. Всем удачной торговли и счастливо!